Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики, представители знака зодиака Близнецы. Второй прогноз и старинный цыганский пасьянс. Что случится, что произойдет до конца зимы? Давайте узнаем. Что же там случится в течение января и до конца февраля 2026? Обычно мы спрашиваем, что по судьбе. Ну, вот какие-то, может быть, и судьбоносные события. Период у нас с вами таков, да? И, скорее всего, как минимум до 4 февраля, ну, я могу предположить, что-то не продвигается слишком быстро. Это связано с ретро-ураном. Некоторые итоги мы подводим. Или то, что с нами происходит, нас тоже где-то подталкивает делать выводы правильные. С чем-то окончательно определиться. Тут, скорее всего, не тот период, когда между, да? Нет, тут вот есть какая-то история или истории, когда мы должны принять однозначное решение. Вот давайте с вами узнаем. Может быть, конечно, и правда какая-то откроется, или глаза у вас откроются на что-то, прояснится, может быть, какое-то дело. Вот давайте мы узнаем, как прояснится ваше дело, решится ли задуманный вопрос, что изменится в конечном итоге до конца зимы. И вначале у нас карты пасьянса. Именно о событиях они больше говорят, без философии. Конкретно демонстрируют, с чем могут быть связаны эти события. Или перемены с чем могут быть связаны. Вот давайте узнаем. О чем нам расскажут карты пасьянса. Что важно знать для близнецов. Ух, тут какое-то лицо. Вот смотрите, может быть, поэтому и называется цыганский пасьянс. Изображение как цыганки. Нет, прописано конкретно лицо. Имеется в виду малознакомое лицо, малознакомый человек. Каким-то образом будет фигурировать в вашей жизни. Может быть, это и новый какой-то совершенно человек, который, ну, может быть, из середины января, или, может быть, это произошло недавно совсем, да, может быть, конец декабря, ноябрь даже, я могу такое предположить. Какие-то контакты, встречи. Ну, значит, или просто человек, который, может быть, вы с ним время от времени контактируете, но тогда примите к сведению, что вы кого-то до конца не знаете, не изучили как будто, но почему-то присутствует эта персона в вашей жизни. Может быть, даже кто-то хочет встретиться с этим человеком. Бокал, гости, или вы в гости, или к вам в гости. Смотрим дальше. Я, конечно, допускаю, у кого-то могла быть и история любви. Может быть, это и новый какой-то человек, когда присутствует чувство влюбленности. Но тут, знаете, от начала до конца какая-то легкость. Вот именно легкость, да, человека мы не знаем, гости, ну, гости и гости, да, или мы, или к нам, какая разница. И совпадают пустые разговоры. Может быть, и вам нужно уже, как наступило время, с чем-то определяться, это точно, потому что как только, наверное, вы расставите все по местам, то и жизнь пойдет с правильной ноги. Колчан со стрелами. Полное исполнение желания. Именно в этом пасьянсе. Ну, насколько полное, будем реалистами. Но то, что тенденции хороши, это правда. Более того, солнышко. Солнце – это всегда ясность, поэтому кто-то прояснит отношения, может быть, которые какое-то время тянутся, да, или вы узнавали человека. Может быть, прояснится и ваш вопрос. Все-таки колчан со стрелами тут может быть сразу включение каких-то нескольких сфер жизни. Но как боги, как высшие силы вам, мои дорогие близнецы, помогают до конца февраля. Поэтому доброе время определить себя на что-то конкретное, не на абстрактное. Возможно, как только вы на самом деле определяетесь, тогда и вот эта ясность. Ведь солнце, я часто говорю, это как значение не только вот как мы разбираемся в каком-то вопросе, или пусть это даже с информацией связано, но мы еще одновременно и выбираем направление, и тот вопрос, которым вы занимаетесь, или, как знаете, какую-то планку, может быть, это достижение касается работы, ну, у кого-то и личной жизни. Вы заниматься будете этим как минимум полгода, 6-8 месяцев, поэтому тут выбрать правильное направление совершенно необходимо.
Тут не и планетарно, ведь оно тоже вам как будто быть искренним самим собой. Это даже планетарные гороскопы советуют. Тут, может быть, и есть много каких-то интересов, но тогда их нужно все равно к какому-то единому знаменателю причины и следствия, наверное, приводить. Ну, очень доброе значение. Более того, у кого-то может, вот конкретно смотрите, солнышко и семейный очаг. Тут могут решаться вопросы и по части личной жизни, а у кого-то родственники, дети или конкретно ваша недвижимость, место вашего пребывания. Или пусть это не вы как бы, да, обладатель этой недвижимости, а у кого-то именно как место пребывания, куда вы собираетесь, может быть, отправиться. У кого-то это по работе будет. Все же мы все разные. Хоть объединяет один знак зодиака, а судьбы у каждого разная, свои. Но солнце в домашнем очаге, да, это хорошее предзнаменование. Такое теплое, душевное. Это тот огонь, который не обжигает. Это тот, который согревает, мои дорогие. Более того, может быть, разные люди, вы будете... У кого-то ситуация выбора, да, есть и новые какие-то знакомства, а есть у вас еще и ангел. Ангел – это всегда доброжелатель, как ангел наблюдает за вами. Более того, еще у вас совпадает одновременно код, а код – это флирт, хорошее настроение. Возможно, это вы с кем-то встречаться или в предвкушении какой-то встречи. Будете пребывать в хорошем настроении, но, наверное, не случайно все-таки колчан со стрелами. Что-то для вас получается сделать хорошо. Решить какую-то тему или решится ли задуманный вопрос. Да точно, тут что-то решится. И как будто вот эти перемены, отчасти это от вас зависит. Это вы делаете, вот да, по солнцу, вот этот выбор. Поэтому тут нужно делать что-то сознательно, чтобы это не на короткий этап, а чтобы продолжение какое-то волшебное следовало. И пока я с вами говорила, не вижу я больше совпадений. Давайте пойдем дальше. И мы построим наш расклад как причину и следствие. Да? Мы спросили, так как изменится ваша жизнь? Что там будет проясняться, меняться? Вот давайте по 3 основным сферам жизни. Первое, это у нас будет любовь, личная жизнь. Что, вот первая карта, что прямо сейчас? Ну или со дня на день. Хотя я точно так же допускаю, у кого-то это вот то положение, состояние дел, которое сложилось, ну, может быть, предшествующий период. И что же изменится до конца зимы? То же самое рассмотрим в позиции финансов. Что прямо сейчас, как обстоят ваши дела, как карты видят, или то, что может сложиться со дня на день, и что изменится до конца зимы. Сфера работы, достижений. У кого что? Личное дело, творчество, учеба. Что прямо сейчас или со дня на день, то есть вот с того момента, как мы делаем с вами расклад, и как изменится ваша жизнь. Давайте будем смотреть, что ж там по части любви и личной жизни. Ух, будьте готовы к неожиданностям. Вполне вероятно, какая-то новость придет. Или вы сами, или обстоятельства вокруг вас складываются таким образом, что тоже подводит вас к какому-то итогу. Но сама по себе неожиданность, как новостная даже, она по этой карте может быть. А также это карта скорости, а также это карта, что мы чего-то не должны отложить на потом. Может быть, тут его величество случай, причем который приходит, ну, как-то так не очень ровно, гладко, а потому что для нас это всегда неожиданный какой-то поворот судьбы, мои дорогие, правда? А с чем это связано? Так что ж тут прояснится? У кого-то проясняется ситуация денежная. Денежная, которая касается вашей семьи. Может быть, это и вас самих. Я допускаю, что для кого-то, в принципе, тема денег – это как номер раз. А тут не совсем нам про любовь. Может быть, это вторичный доход. Кто-то как доход на дому, удаленная работа рассматривает. Или какая-то все равно денежная тема, которая будет связана с вашим домом. Что изменится до конца зимы. Выводы какие-то вы будете делать, причем однозначные. Я надеюсь, все правильно понимают. И я часто говорю, тройка мечей, вообще все тройки – это карты будущего. Но это то, что как наш опыт, который мы когда-то пережили, а на сегодняшний день фаза здорового равнодушия, когда мы
безэмоционально видим какую-то тему, проблему, и, может быть, это у кого-то касается и именно любви, а у кого-то это касается непосредственно стен, да, вот то, что нам говорили. И вот то, что у нас раньше не получилось, сейчас как будто будьте внимательны, мои дорогие близнецы, вам тут нужно решиться как будто на что-то. Именно потому, что у каждого немножко по-своему. У кого-то это будет касаться межличностных отношений, а кто-то, может быть, захочет сменить место пребывания, правда? И вы будете искать людей, которые вам будут в этом содействовать. Я могу такое допустить. Все-таки личная жизнь иногда вопросы дома, вот конкретно. И вы будете искать, может быть, кто-то риэлтора, или менять этого риэлтора, или какие-то контактные лица, которые тоже вот с ними встречаетесь, что-то тут видоизменяете, себя корректируете. Но по этой карте вот здоровое равнодушие– это когда эмоции нам уже не мешают. Мы на какую-то проблему смотрим беспристрастно, нам никак. Когда-то была боль, когда-то были разочарования, а теперь вас уже как жизнь натренировала. Давайте еще одну карту, как изменится ваша жизнь. Что это за тема, которая с финансами? Ну, вот тут правда. Вообще, это ваша карта. Это вы с чем-то определяетесь по части личной жизни. Может быть, для кого-то будут совершенно необходимы консультации с юристами, адвокатами. Что-то вы тут захотите сделать, вам вообще нужно поступать как-то по закону, безусловно, об этом карта говорит. Иногда король мечей, она очень емкая карта. Это идут узкие специалисты, иногда врачи, иногда люди в погонах, иногда, ну, вообще люди в форме, как бы, да, или пусть это высокие чиновники, это тоже карта олицетворяет, но это всегда те, которые как бы работают по приказу. И будь то высокий представитель, да, вот именно какого-то, может быть, бюрократической системы и иерархии, но ведь он тоже поступает как по приказу в рамках собственных полномочий. Он чего-то может совершить, сделать, оказать содействие, рассказать, как вам правильно сделать, но более того он делать не будет. Поэтому вот есть какой-то рационализм. Ведь всегда по этой карте в целом, это карта интеллекта и карта эксперта. Вот может быть для того, чтобы решить какой-то вопрос, для кого-то потребуется адвокат, юрист или путешествие по, я так называю, по каким-то инстанциям, но тогда мы понимаем, что нам делать, как, каким образом, что зачем следует, какие документы подготовить. Может быть и так, но кто-то будет уделять внимание именно и своему здоровью. И нам не говорит карта, что вы заболели. Нет, может быть, какие-то предпосылки так складываются, что вам именно теперь до конца февраля нужно прояснить или как будто знать о себе самом или самой чуточку больше. А может быть, это и есть какие-то взаимодействия с лицами, может быть, родными, у кого-то далекое родство, которое тоже вот потребует, вы в чем-то, предположим, участвуете. Но тогда от вас потребуется рациональное решение, холодная голова. Ладно, что же там в финансах? Ну, продолжает. Вот я могу предположить, что каким-то образом личная жизнь, финансовая сфера, она взаимосвязана, они взаимосвязаны. По рыцарю мечей тут может быть и какая-то новость. По рыцарю мечей это есть, знаете, как какое-то лицо, вот значение, иногда говорю о нем, бунтарь без причины. И для тех из вас, мои дорогие близнецы, кто занимает ответственную должность, может быть, да, или вы руководитель подразделения по части финансов. Иногда это бывают проверяющие. Или когда нам какое-нибудь письмо, может быть, из банка. Ну вот есть какая-то тема, которую мы не можем оставить без внимания, и это на финансы. И мы должны, самое главное, видимо, поэтому вам карта короля мечей выпадает, даже вам, да. Конечно, есть ваши задумки, ваши планы, но рационализм. Узнать, как правильно по закону. Знать, как поступить и так, чтобы закон берег вас, мои дорогие. При этом, вполне вероятно, нужно будет себе сказать абсолютную правду. Может быть, мы на что-то и закрывали по финансам глаза, но тут как будто наступает время для начала правду сказать самому себе. Может быть, это и будет связано с какими-то людьми. Что это будет О, на кону ваше солнце. Два солнца. Тут, правда, можно для себя переиграть, перерешить, какое-то финансовое положение изменить, выбрать вот это правильное направление. И что изменится до конца зимы? У вас какое-то ожидание должно быть закончено.
Может быть, это кто-то и вас ждет, может быть, и вы кого-то ждете. Может быть, это тема, которая касается, ну, мы все разные, правда, может быть, в вашей семье. Вот именно что-то происходит, и тут все вместе. И финансы важно, может быть, для кого-то и здоровье важно, или конкретный какой-то близкий человек, да, и нужно вопрос решать. И решать его можно через финансы, так ведь тоже бывает, да. И вы как будто ожидаете. Но тут, знаете, вот по финансам выбрать правильное как будто направление и следовать этому выбранному, вашему приоритету, как вы собираетесь действовать и как вы не собираетесь. Потому что, это не есть какой-то, знаете, быстрый потом разворот событий. Нет, тут нужно завершить это ожидание и в то же время, может быть, с учетом аркана королева кубков, пройти еще какой-то путь. У кого-то это напрямую будет касаться путь согласований, почему нет? Иногда по этой карте проходит ожидание. А у кого-то именно ситуация, которая будет связана с кем-то из ваших либо близких, либо родственники. Вот я такое могу допустить. Но все начинается именно с правды. Ваши достижения, работа, учеба, у кого что. Ух ты! Прямо сейчас. Ну, у вас сейчас вот уже где-то, или со дня на день, как какая-то победа на пороге. Ну, так. Это карта победителя. Вот что-то у вас получается или сделать хорошо, или вы уже себя можете за что-то поблагодарить. И карта будет говорить, тебе эту победу придется удерживать, ты не можешь расслабиться, иначе все пойдет наперекосяк. А что же изменится до конца зимы? Рыцарь кубков. А это хорошее настроение. Давайте посмотрим. Хорошо, а что прояснится в течение, может быть? Это, опять же, либо денежная тема, либо по королеве Пентакли, ведь это та персона, которая из любого хаоса умеет создать порядок. Иногда по этой карте именно идут, ну, как супруги, да, может быть и так, или то лицо, ну, может быть и родственник, или это те люди, которые на которых мы можем положиться. Все же, кто знает, может быть, мы на достижения смотрим, это есть какие-то конкретно партнерские отношения, которые увязаны именно на деньгах или на взаимном каком-то заработке. И есть, безусловно, интерес. Кто знает, может быть, вы видите этого человека очень ресурсно, и он готов вам прийти на помощь. Может быть, это тот проект, который будет связан, когда, ну, даже людей объединяет и общее дело, и чувства. У кого-то так, а почему нет? Правда, у кого-то семейный бизнес, вот, который идет в гору. Вот так. Может быть, и был какой-то вот застой. Тогда может быть прорыв. Вот и такое я тоже могу предположить. Ну, наверное, у нас, если мы говорим в целом о бизнесе или о каких-то делах, и январь, февраль всегда это те месяцы, которые, ну, не самые перспективные для прогресса, правда? Но у вас даже за этот период что-то так вырисовывается очень неплохо. Вот правда? Может быть, там для кого-то январь-февраль пустые месяцы, если мы говорим на достижения, да? А у вас 2 солнца. Может быть, это тот период, когда, да вам совершенно необходимо определяться. Посмотрите на кону. Вот этот триплет, который посередине. Вот неважно, что до, что после. А главное, вот ради чего, если что прояснится и финансовая ситуация, вопросы жилья или личной жизни, и в целом направление жизни. Солнце, мои дорогие. Перекладывайте на себя, правда, нечего добавить, мои дорогие любимые близнецы. Перекладывайте. Я знаю, что среди вас много людей очень интуитивных и тех, которые знают, в принципе, карты Таро. Ведь это то, что я говорю, да, это все равно мое видение. Но каждый из вас чувствует вот эти карты как-то по-своему. Учитесь доверять себе. У вас, мои дорогие, не только солнце, хочу напомнить, у вас еще полное исполнение желаний. Перекладывайте на себя, я вас благодарю и за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные комментарии. Поверьте, хоть не отвечаю, всегда читаю, все пунктуально читаю, мне очень приятно. И вы мое вдохновение. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите в описание под видео, там ссылки, как и на мои статьи, на телеграм-канал. И я вас люблю, и вы будьте счастливы. Будьте любимы всегда. И к этому есть все предпосылки. Буквально до конца зимы.